Всем добрый день, с вами Татьяна. Что я буду сегодня вязать? Сегодня у меня вот такие ботиночки, полусапожки, носочки, не знаю, как их назвать, следочки. Вот такая вот красота. Эта модель не новая, когда-то я такие вязала, но видео у меня на такие нет, поэтому вот решила еще раз связать. Модель очень хорошо сидит на ноге, прям вот как влетая сидит, не сползают. На размер они у меня 38-39 будут по размерам. В процессе вязания все буду говорить. Также детали буду замерять в сантиметрах. Значит, вязать я буду спицами номер 2,5. Две спицы, круговые спицы у меня. Пряжа у меня 4 цвета. Белый, красный, желтый, коричневый. Коричневый, где коричневый? Коричневый, я уже коня вяжу коричневым. Это турецкий акрил, 100 граммов, 240 метров. Одни картопу флора, вторые у меня, что это здесь? Бон-бон люкс. Значит, если связать спицами номер 3, то размер увеличится. Вот я вторую пару сейчас заканчиваю. Получился 40 размер, посмотрите. Спицами номер 3 их вязала. Точно такие же одинаковые расчеты. Вот они по ширине больше и по длине также. Ну вот, перехожу к вязанию. Все основное сказала, а остальное все в процессе вязания. Переходим к вязанию. Как я буду вязать этот ботиночек, значит, сначала на спице номер 2,5 я наберу высоту. У меня будет 36 петель. Сейчас сразу замерю в сантиметрах. Смотрите, 36 петель, это вот высота. У меня это получилось, вот сколько, ну, 13 почти, да? 12,5 сантиметров. Хотите выше сапожок, чтобы был, наберите 40 петель, например. Короче, на 5, на 10 петель меньше, значит. Это уже по желанию. Я вот среднюю длину выбрала. Так, размер у меня 38-39. Еще раз повторю, теперь по размерам. Ага, набрали 36 петель и провязываю. Я провяжу 17 вот таких полных изнаночных дорожек. На 39, на 38 провяжем 16, на 37 15. Вот так это по моим расчетам, по моей плотности вязания. 40 размер, как я уже говорила, можно вязать спицами номер 3, также 17 рядов. Если же спицами номер 2, тогда я 17-18 наберем, провяжем, то есть 18 полных рядов. Теперь вот эту вот часть можно однотонную провязать одним цветом. Я буду вязать полосками. Сначала у меня 3 зубчика, вот 3 дорожки белым. Далее чередую 2 зубчика желтым, 2 белым, 2 красным, 2 белым, 2 коричневым. И последний у меня 4 зубчика белым, да? Всего 17 у меня. Так, далее вяжу 1, 2, 3, 4, 5. 5 треугольников, они будут укороченными рядами. После каждого треугольника я буду делать прибавки. 5 добавок, 5 накидов у меня будет вот в белых рядах. Ну, по ходу действия я все покажу, по ходу вязания. То есть 5 треугольников провязала и по 5 прибавок сделала. Дошла до середины. Середину мыс я также сделала расширение укороченными рядами по мыску. Сразу мыс можно провязать другим способом, просто вот полосу провязать. Тоже потом это покажу. Закончили делать мыс. Перехожу на вторую сторону. Все то же самое. Вяжем, что на этой стороне, только в обратном порядке, в зеркальном отражении. Все. Далее один раз прошлась, набрала петли, обвязала весь следок. Перешла на подошву. Закончила подошвой, сошла на нет. И здесь я сшила. Все, вверх сделала обвязку. Вот так вот. Значит, сейчас на спице номер 2,5 я набрала 36 петель. Смотрите, провязала 1, 2, 3 дорожки. Далее я буду вязать полосками. Чередовать у вас могут быть другие цвета, естественно. У меня будет сейчас желтый, красный и коричневый.
Все вяжется лицевыми петлями. Все вяжем платочной вязкой. Что я еще хотела замерить? Высоту вам замерила. И вот сразу, пока не забыла, до первого треугольника, сколько у меня будет в сантиметрах. Хотя я сейчас провяжу, наверное, обратно замерю, чтобы было точнее. 7 сантиметров. Это в спокойном состоянии, в нерастянутом виде. Значит, вяжем. Первую снимаем, все провязываю лицевыми петлями до конца. Все ряды. Мне на спицах 2,5 больше понравилось вязать, потому что он получается, ботиночек этот более плотный. Вязание такое крепче. Ну, если кто-то вяжет очень плотно, то на тройке можно тоже вязать. Ну вот я на 2,5 связала, на 3,5, на 3, номер на 3 связала и пришла к выводу, что на 2,5 лучше. Значит, вяжем 37, 38, 39. Набрали 36 петель. Провязываем сейчас 17 полных рядов в высоту на 39, как я уже говорила. И на каждый размер, если меньше размер, на 2 ряда провязываем меньше. То есть 16 и 15 вот этих вот изнаночных дорожек у нас выйдет. На 40 размер вяжем или спицами номер 3, или же провяжем 18 дорожек. Так, довязала ряд до конца лицевыми, кромочную провязала. Теперь развернулись на изнаночную сторону, первую снимаем, точно так же провязываем все петли до конца. Меняю цвета, получается цветными. Сейчас провяжу 4 ряда, далее опять 4 ряда провяжу белым, потом красным, потом коричневым. Значит, сейчас что делаем? Лицевые ряды. Довязали ряд до конца, перешли на лицевую сторону. Здесь через каждые пару рядов цвета поднимаем нити. Ну, сейчас только здесь у нас 2 нити, потом у меня будет далее, у меня всего 4 цвета будет, поэтому я буду перебрасывать цвета, но в процессе вязания вы это увидите. Первую снимаем. Так, первую белую нить подняла сразу. Далее продолжаю вязать все лицевыми петлями. Значит, провяжу 17 рядов, к вам вернусь и будем далее вязать укороченными рядами треугольники. Провязала я 17 рядов, перехожу к укороченным рядам, теперь вяжем треугольники. Так, ну вот почти 7, да, видимо там было более растянутое в начале на манекене, и здесь 12,5. Теперь начинается у меня треугольник, 2 ряда, 2 полных ряда желтым, 2 полных ряда красным и 2 полных ряда коричневым. Считаю вместе с кромочной, провязываю 16 петель. Первую сняла. Так, желтый цвет. И здесь сразу нить, которая самая нижняя, перебрасываю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 провязали, разворачиваемся и по изнаночной стороне провязываем все эти петли лицевыми. Первую снимаю с накидом, перетянули ее, провязываем все петли до конца. Следующий ряд будем делать укороченным. Так, перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Теперь
14 петель, не довязывая 2 петель, возвращаемся. И так будем вязать каждый ряд. Начала с 16, каждый ряд буду укорачивать на 2 петли, не довязывая. Последний ряд коричневый у меня будет 6 петель. Вяжем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязали, разворачиваемся на изнаночную сторону. Вот у нас осталось 2 петли, одна с перетяжкой и еще одна. Опять первую петлю снимаю с накидом вместе, и все оставшиеся петли до конца ряда провязываю лицевыми. Довязала ряд до конца, развернулись на лицевую сторону. Следующие 2 полных ряда провязываю красным цветом. Так, подняла красный цвет. Теперь 16, 14, 12 петель красным провязываю. Так, здесь у нас какой внизу цвет, белый остался, я его подняла. Провязываем 12 петель красным. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 провязали. Развернулись. Опять первую снимаем. Вяжем все лицевыми до конца ряда. Лицевая сторона, развернулись. Теперь у нас 10 петель, да? 16, 14, 12, 10. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 петли не довязала. Разворачиваемся. Опять первую снимаю с накидом. И возвращаемся обратно. Следующий ряд у меня будет коричневым цветом. Развернулись на лицевую сторону. Первую сняла, следующее вяжу коричневым цветом. Так, подняла. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Убавили на 2 петли опять. Вот одна у нас с накидом, перетянутая, да, правильно сказала. С накидом перетянутая, еще одна, 2 петли остается, 8 петель. Развернулись, опять провязываем эти 8 петель, и следующий ряд будет последний. Последние 6 петель довяжем. Первую сняли. Так что у нас здесь перебросили нить. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все. На этом угольник у нас заканчивается. По изнаночной стороне возвращаемся обратно. Первую сняли вместе с накидом. Провязываем все лицевыми. Следующие 2 ряда будем вязать белым цветом, 2 полных ряда. То есть туда-сюда, если считать, получается 4. Значит, первый ряд белым провязываем без изменений. Все петли провязываем белым цветом лицевыми.
Заодно и просчитываем, чтобы нигде петлю не потеряли. 3, 4, 5. Теперь вот она петля с накидом. Мы ее провязываем вместе. Вместе с этим накидом провязываем. Далее одиночная петля провязали. Далее опять идет петля с накидом. Перетянутая, то есть. Провязали ее. Далее одна красная одиночная провязали. Опять петля у нас перетянутая накидом. Провязываем ее. Далее одна красная одиночная провязала. Опять петля с накидом перетянутая провязала. И так до конца провязываем все петли. Здесь хорошо как затянула. Вот так просчитали. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Как мы вначале набирали, так у нас 16 и вышло. Довязываем оставшиеся петли до конца ряда. Должно остаться 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Всего 36 у меня. Все, довязываем все петли лицевыми и по изнаночной стороне возвращаемся лицевыми. Довязываем, что такое? Провязываем изнаночную сторону по узору, все петли провязываем лицевыми, белый цвет. Довязали ряд до конца. Следующий ряд у нас опять белым цветом. Развернулись на лицевую сторону. Теперь в этом ряду у нас будет 5 прибавок белым цветом. Равномерно сейчас их прибавим. Значит, если размер 40 и больше, можно сделать 6 прибавок. Первую снимаю, вторую провязала, еще одну провязала. Через 2 петли буду делать одну прибавку. Так, делаем одну прибавку. Перекрутили петлю, прибавили. Далее 2 петли провязала. Опять все вяжем лицевыми. Опять вторую прибавку сделала. 2 петли провязала. Третью прибавку сделали. 2 петли провязали. Четвертую петлю прибавили. Опять 2 провязала. И еще одну последнюю, пятую прибавку сделала. Все. Оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем лицевыми. И на этом все. Далее у нас будет повтор. Новый угольник. Точно так же делаем убавки по 2 петли, не довязываем. Провязали. Точно такое же количество рядов. Опять 4 ряда белым цветом. И опять прибавка. Повтор. Раз, два, три, четыре, 5. 5 угольников. 5 раз прибавки. По 5 петель. Значит, довязываем теперь до конца все белым цветом, лицевыми петлями. По изнаночной стороне также провязываем по узору лицевыми, без изменений по изнаночной стороне. Все, прибавки сделали. Значит, сейчас следующий угольник еще раз с вами пройдусь. А дальше уже до мыса будем вязать самостоятельно. Все повторяется. Так, довязываем ряд до конца и по изнанке возвращаемся лицевыми. Провязываем изнаночную сторону. Вот они у нас, наши прибавки. Также их провязываем лицевой петлей. Вот опять прибавка. Вот она идет у нас. Опять ее то же самое. Не переворачивая ничего. Провязываю все лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Повтор. Вяжем угольник опять заново. Желтый цвет, 16 петель провязываю вместе с кромочной. Первую считаю, сняла. Ах, вот видите, я видео снимаю и забыла их перебросить. Нити далеко остались. Поэтому не забывайте через 2 полных ряда нитку перебрасывать.
Так, первую сняла, вторая, третья, четвертая, пятая. Провязываем 16 петель. Повторяем. Так, 5 провязала. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот теперь у нас получается, из-за того, что мы сделали прибавки, следующий угольник, треугольник, получается, у нас ниже опустился. Опять все то же самое. Развернулись. Первую снимаю с накидом до конца ряда. Все провязываем лицевыми. Вяжем до конца ряда. Довязали изнанку, перешли на лицевую сторону. Опять желтый цвет. Второй ряд провязываем 14 петель. Теперь считаю скромочно. Первую сняла и 13 провязываю лицевыми. И опять разворачиваемся и по изнанке вяжем все лицевыми. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 петли осталось. Развернулись. Все то же самое. Первую снимаем. Следующие провязываю лицевыми. Вяжем так до конца ряда. Перешли на лицевую сторону. Следующий у меня красный цвет идет. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Оставили, сколько теперь у нас, 2 петли, еще 2, 4 осталось. Возвращаемся обратно. Каждый ряд не довязываем, по 2 петельки убавляем. Опять первую снимаем, все до конца провязываем лицевыми. Следующий ряд у нас будет 10 петель, потом перейдем на коричневый цвет, провяжем 8 и 6. Ох, нитки запутались. Так, опять красный цвет. 16, 14, 12. Сейчас мы провязываем 10 петель. Первая, вторая, считаем, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. 2 красных осталось. Развернулись на изнаночную сторону. Первую снимаем. Оставшиеся петли провязываем лицевыми. Опять развернулись на лицевую сторону. Следующий какой у нас цвет идет? Коричневый. 8 петель коричневым. 1, 2, 3. Провязываем 4, 5, 6, 7, 8. Все. Опять у нас остались 2 петли. Развернулись. Первую снимаем. Довязываем до конца ряда. Ой, слетело все лицевыми. Так, и последний ряд. 6 петель коричневым цветом. 1, 2, 3. Лицевая сторона. 4, 5, 6. Провязали. Все то же самое. Развернулись. Снимаем вместе с накидом. Довязываем до конца. Следующий ряд будем провязывать белым цветом. Все петли соберем белым цветом. А потом следующий ряд еще один белым. Мы уже вяжем с прибавками. Так, вот так вот получается. Так, теперь все петли провязываем белым. То, что мы делали в предыдущих рядах. Так, вяжем все белым. Так, вот петля перетянутая. Провязали. Одна коричневая, провязали одиночную. Вот она перетянутая, провязала. Далее красная одиночная, провязали. Вот она перетянутая петля. Вместе с накидом провязала ее. И так до конца ряда. Провязываем все петли белым цветом. И по изнанке возвращаемся лицевыми. Перешли на лицевую сторону, провязали изнанку. Теперь следующий у нас
белым цветом ряд, повтор, мы его вяжем с прибавками. Все, точно так, как мы вязали первую часть, заканчиваем второй угольник, делаем прибавки, первую сняла, вторую провязала, еще одну провязали, равномерно добавляем 5 петель. Одну добавила, 2 провязала, еще одну добавила, 2 провязала, одну прибавку сделала, теперь вторая, 2 петли провязали, третью прибавку сделала, 2 петли провязали, четвертую прибавку сделала, опять 2 петли провязала и еще одну прибавку, и все. Пятая прибавка у нас. Далее мы все петли до конца ряда довязываем лицевыми, по изнаночной стороне возвращаемся лицевыми и начинаем все сначала, заново провязываем угольник. 2 раза провязала, повторила одно и то же, но думаю, пусть будет. Все, довязываем, девочки, до конца, возвращаемся по лицевой и начинаем делать новый угольник. Значит, сейчас будет здесь расширяться вот эта вот часть, можно даже перейти на круговые спицы. Провяжу 5 угольников, как я уже сказала 10 раз. После белого цвета провяжем еще 4 ряда, вот 2 полных, то есть желтым. Я к вам вернусь и будем делать вот этот вот укороченные ряды по центру на мысок. Значит, вяжем сейчас самостоятельно 5 вот этих вот треугольников, угольников. Провязали 5 раз треугольники укороченными рядами. 5 раз 1, 2, 3, 4, 5 сделали прибавки по 5 петель. Получилось 25 прибавок у нас. Всего у меня было 36 петель плюс 25 прибавок, получилось 61 петля у меня сейчас. Если у вас высота была больше или меньше, то количество петель у вас будет другое. Значит, после белого ряда я провязала еще 2 зубчика желтым. Теперь я перехожу к средней части. Будем вязать сейчас середину. Как я уже говорила в начале видео, можно связать двумя способами. Я буду вязать опять вот укороченными рядами. Вот такой вот треугольник сделаю. Вот на 40 размер, смотрите, я провязала. Продолжила вязать лицевые ряды. Просто полосу вывязала, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 40 размер у меня 6 вот изнаночных дорожек, 6 полных рядов. На меньший размер 5 дорожек можно провязать. Середину любым узором также можно провязать. Вот. Но я, как сказала, я буду вязать укороченными рядами. Мне понравилось, как выкладывается на мыске эта вот часть. Значит, что сейчас сделаем? Все то же самое. Вяжем сначала вот одну половинку треугольника, потом в обратном порядке будем вязать вторую. Сейчас, каким у меня здесь цветом теперь начиналось, с красным. Я провязываю 16 петель красным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Опять считаем, провязываем. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И опять разворачиваемся и по изнаночной стороне вяжем по узору без изменений. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Возник такой вопрос, а можно вязать без накида, без перетяжки? Попробуйте, просто первую петлю провязывайте. Но у меня получается все равно небольшая дырочка, поэтому я вяжу вот с перетяжкой. Тогда не остается никаких просветов. Довязываем ряд до конца лицевыми петлями. Пальцами закрываю, но я вынуждена держать вязание, чтобы не убежало. Так, довязали, перешли на лицевую сторону, второй ряд. Теперь мы опять убавляем на 2 петли. 14 петель провязываем красным теперь. Считаю вместе с кромочной.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязали. 2 петли у нас осталось. Развернулись. И опять вяжем по изнанке лицевыми петлями, довязываем до конца ряда. Перешли на лицевую сторону, далее коричневый цвет, провязываем 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять не довязываем, получается 2 петли. Вяжем 12 петель. Итак, 10, 8, 6. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Опять развернулись, по изнаночной стороне провязываем без изменений, вяжем до конца ряда. Перешли на лицевую сторону, опять коричневым цветом. Теперь мы провязываем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Опять у нас 2 петли осталось. Развернулись, изнаночную сторону провязываем и перешли на лицевую сторону. Далее у нас желтый цвет, провязываем 8 петель желтым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. И еще один ряд закончим. У нас будет последние 6 петель. Развернулись, провязываем изнаночную сторону до конца. И еще один ряд желтым цветом. Провяжем 6 петель. Все, убавки будут закончены. Далее мы начнем петли прибавлять. Нитки запутались. Так, провязываем теперь 6 петель, лицевая сторона. 1, 2. Ой. Так, тут ниточку поднимаю, самую последнюю. 3, 4, 5, 6. Провязали. Так, вот у нас 2 желтых осталось. Развернулись. Возвращаемся обратно. Далее продолжаем вязать еще 2 полных ряда желтым цветом. Теперь у нас сейчас будет подъем. Все, сейчас у нас середина, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 зубчиков. Это у нас центр получился. Так, теперь делаем подъем. Значит, подъем сейчас вместе с кромочной я провяжу 7 петель. Первую снимаю. 1, 2. Ой, тут забыла поднять петлю. 3, 4, 5. Перетянутую петлю провязываю. 6. И вот следующая у нас одиночная петля. 7. Провязываю ее. Остановилась перед петлей с протяжкой, с перетяжкой. Все, 7 петель сейчас провязала. Развернулись. Опять все то же самое. Первую сняла. Возвращаемся обратно. Перешли на лицевую сторону. И еще один ряд желтым цветом. Первую снимаем. Теперь провязываем 9 петель. Добавляем теперь по 2. В первом ряду я добавила 1, теперь по 2. Первая на спице 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С протяжкой вот петля провязали. Опять у нас идет одна с протяжкой. 8. И следующая вот она
одиночная петля, 9 провязали. Все, вот так вот. Развернулись. Снимаем первую петлю и до конца ряда довязываем все лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Далее коричневый цвет я беру. Вяжем коричневым цветом. Теперь у нас будет 11 петель. Добавляем 2 петли. 1, 2. Здесь ниточки перебросили. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Петля с перетяжкой провязала. Петля разворота это у нас была. 10. Опять петля с перетяжкой провязала. И вот одиночная петля. 11 провязала. 2, 4, 6, 8, 10, 11 провязали. Развернулись на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вяжем без изменений. Следующий ряд провяжем теперь 11 плюс 2 петли, будет у нас 13 петель. Так, лицевая сторона, коричневый цвет, провязываем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петля, вот она красная, одиночная, 13 провязала. Разворачиваемся. Изнаночная сторона, первую сняла, оставшиеся петли до конца провязываю все лицевыми. Развернулись на лицевую сторону, теперь красный цвет мы провязываем 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петля с перетяжкой и 15 заканчиваем вот на одиночной петле. 15 провязали, одна красная осталась. Развернулись. Изнаночная сторона вяжем все лицевыми петлями. До конца ряда довязываем. Развернулись на лицевую сторону и последний ряд красным цветом провязываем. 1 сняли, 2, 17 петель здесь будет. Так, здесь самый нижний цвет я поднимаю, перебрасываю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Давай быстрее. 14. Одна с перетяжкой. 15. Еще одна с перетяжкой. 16. И провяжем еще одну, чтобы не было здесь дырочки. 17. Все, закончила.
Возвращаемся обратно. Середину закончили. После этого провяжем также 2 ряда, полных 2 ряда, 2 зубчика изнаночных желтым цветом. Довязываем ряд до конца. Пришли на лицевую сторону. Все, смотрите, вот у нас, вот она у нас середина такая получилась, да? Теперь, что мы делаем? Полностью весь ряд лицевой, изнаночный провяжем желтым цветом. Получится 2 изнаночных дорожки. А далее будем вязать вторую половину, так же как вязали первую, только в обратном порядке. Так, берем желтый цвет. Поехали. Так, желтый, где у нас здесь желтый? Так, провязываем полностью все петли до конца. Так, вяжем желтым. Так что вот у нас здесь последняя петля идет у нас с перетяжкой. Провязала ее. И далее продолжаем вязать все лицевыми. Все здесь подтянули. Вяжем до конца. В конце кромочную провязали. И точно так же лицевыми опять по лицевой стороне, по изнаночной, по изнаночной, по лицевой, по изнаночной. Значит, провяжем сейчас 2 полных ряда самостоятельно. Я пойду пока клубки свои размотаю. К вам вернусь и будем вязать вторую половину. Так, что у нас здесь получилось? Очень даже симпатично. Так, довязываем ряды. Так, провязала я 2 ряда желтым. Далее вяжем вторую половинку, точно так же, как вязали первую. Смотрите, что у нас перед желтым был. 1 ряд, 1 изнаночная дорожка белым. Провязываем полный ряд, лицевой, изнаночный, белым цветом. Все, 1 зубчик провязали. Далее у нас еще 1 ряд белым. Здесь мы петли прибавляли. 5 прибавок у нас было. Теперь мы будем 5 раз убавлять по 1 петле. Точно так же, только наоборот. Теперь будем убавлять. Значит, вяжем второй ряд белым и делаем убавки. Так, что у меня здесь? Так, здесь нить перебросить надо. Кромочную сняла, 2 петли провязала. Теперь 2 петли провязываю вместе, то есть 1 петлю убавила. Убавили 1 петлю, далее 2 петли провязываем лицевой и опять делаем 1 убавку. 2 петли вместе, сделали вторую убавку. Опять 2 петли лицевой, 2 петли вместе, третью петлю убавили. Опять 2 лицевой провязали, 2 петли вместе, 4-я убавка. Опять 2 лицевой, 2 петли вместе, все, 5-я убавка сделали. Просчитаем. 1 убавили, 2, 3, 4 и 5. Довязываем ряд теперь до конца и по изнаночной стороне возвращаемся все лицевыми петлями. Вот, точно так же. Далее переходим на треугольник и будем вязать в зеркальном отражении. Вяжем все лицевыми до конца ряда, по изнанке провязываем все лицевыми. Довязали изнаночную сторону, перешли на лицевую. Теперь вяжем первый треугольник. Смотрите, мы закончили коричневым цветом 6 петель. Значит, точно так же начинаем. 6 петель провяжем, потом 8 петель, потом 10, 12, 14 и 16. Все, цвета в обратном порядке вяжутся. Значит, коричневый цвет провязываю 6 петель. Первая, вторая, третья, вяжем 6 петель.
6 провязали, развернулись. Изнаночная сторона. Первую сняли. Провязываем все точно так же лицевыми. Второй ряд у нас опять коричневым. Провязываем 8 петель. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Развернулись по изнанке, опять первую сняли, оставшиеся провязали лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Следующий цвет у меня был красный. Провязываю красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще добавляю 2 петли. Девять, 10. Провязали красным 10 петель. По изнаночной стороне вяжем без изменений, провязываем все лицевыми. Провязали по изнанке 10 петель, перешли на лицевую сторону. Опять у нас красный цвет, провязываем теперь 12 петель. 10 и плюс 2 прибавляем. Провязываем 2, 4, 6, 7, 8. Продолжаю вязать 9, последняя 10 и 2 прибавили, получилось у нас 12. Следующий ряд 14 и 16. 2 петли прибавили, все, развернулись. Опять первую снимаем, довязываем изнаночную сторону до конца лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд после красного, 2 ряда у нас желтым цветом идет. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязываем, провязали и добавляем 2 петли. 13, 14. Вместе с кромочной 14 петель. Развернулась, опять первую снимаю, оставшиеся петли довязываем желтым, довязываю до конца все лицевыми. Перешли на лицевую сторону и последний ряд треугольника, желтый цвет, опять вяжем, добавляем 2 петли, у нас было 14, сейчас последние 2 добавим, и в итоге опять у нас получается 16. Первая на спице, считаю вместе с кромочной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 у нас разворотная петля с перетяжкой, с накидом, 14 и 2 добавляем, 15, 16, все. Треугольник закончили. Развернулись, первую опять сняли, довязываем до конца ряда лицевыми желтым цветом. И следующие 2 ряда у нас будут белым цветом. Довязали изнанку, перешли на лицевую сторону. Белый цвет, полностью все петли, лицевой ряд и изнаночный провяжем белым цветом. Так, вяжем белым цветом. Так,
провязали и далее продолжаем все вязать весь ряд до конца. Довяжем белым по изнанке, вернемся также лицевыми петлями. Все. Провязал один ряд белым, перешли на лицевую сторону. Далее у нас идет опять повтор. Теперь опять делаем мы во втором белом ряду, делаем убавки. 5 убавок опять делаем. Первую сняла, 2 петли провязала. Две петли провязала, 2 петли провязала вместе, то есть одну петлю убавили. Опять 2 лицевых провязали, 2 петли вместе, сделали одну убавку. Вторая убавка. 2 петли провязали, 2 петли вместе, третья убавка. Опять 2 лицевых, 2 вместе, четвертая убавка. 2 лицевых, 2 вместе, пятая убавка. Все, убавили. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз убавила. Довязываем ряд до конца, возвращаемся обратно, и начинается у нас новый треугольник, повтор. Все. Сделали 5 убавок, вяжем до конца по изнаночной стороне, возвращаемся и начинаем вязать новый угольник. С вами я его провязала, вот, начинается с 6 петель. Значит, сейчас что будем делать? Что здесь у нас получилось? Смотрите. Так, показала, как это вяжется. Теперь провязываем опять 5 угольников, все то же самое. Потом опять у меня будет 4 полотно до конца, 4 ряда белым. 4 ряда белым провязали, 2 темным, 2 светлым, 17 изнаночных дорожек. То есть, как вязали в начале, точно так же провяжем в конце. Здесь еще раз повторю. Опять мы, вот я с вами сейчас провязала, сделали вот убавки. Опять у нас идет повтор угольника 6 петель. Добавляем. Добавляем 6, 8, 10, 12, 14, 16. Добавили. 2 ряда провязали лицевой изнаночный белым. В следующем ряду делаем убавки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз мы убавили по 5 петель. И остается у нас опять исходное количество. С 36 я начинала, 36 у меня останется. Значит, провяжем сейчас самостоятельно вот эти вот все угольники и встретимся. Закончила вязать я угольники. 5 угольников с этой стороны получилось. Убавок у нас больше нет. На спице 36 петель у меня сейчас. Все, далее продолжаю вязать. 17 вот этих изнаночных дорожек провяжем точно так же, как мы вязали в начале. Я вязала полосками, точно так же продолжу вязать полосками. Сейчас провяжу 4 белых, как я уже говорила, потом буду чередовать. Если вы вязали однотонным, одним цветом, значит продолжаем вязать одним цветом. Значит, довяжем до конца, закроем петли, а потом перейдем к подошве. Все, вроде бы все основное мы провязали. Я провязала, вроде бы все сказала. Так, теперь белый цвет у меня. И все продолжаю вязать лицевыми. Провязываем 17 рядов. Если размер меньше, то рядов, соответственно, меньше. Если больше, то больше. У меня 17. Так, провяжу сейчас до конца, закрою петли, к вам вернусь. Довязали вторую половину, закрыли петли, все, верх закончился. Теперь вот такой вот у нас сапожек получился. Давайте я замерю в сантиметрах вот эту верхнюю часть. Растягивается 23 сантиметра. Вот еще растянется. Значит, сейчас что делаем? Любым цветом. Можно красным, коричневым сделать подошву. Я оставила белый, чтобы нитки уже все израсходовать.
на круговые спицы, значит, по всему нашему изделию, по низу, под двумя дужками будем набирать петли. И один ряд по изнаночной стороне провяжем лицевыми, а потом перейдем на подошву. Так, здесь первая петля, вот она. Ввожу крючок под две дужки, захватываю нить, набрали петлю. Значит, у меня получилось 65 и 131 петля всего по всему следу, по моей длине. Опять же, если вы вот это количество петель вначале вязали больше или меньше, то у вас количество петель может быть другое. Так, ну здесь понятно, набираем петли и по изнанке возвращаемся, провязываем все лицевыми, как я уже сказала. Провязали один ряд лицевыми петлями по изнаночной стороне. Теперь переходим к подошве. Значит, сейчас я вот эти вот петли до начала подошвы провяжу лицевыми. Подошву начну вязать на средних 9 петлях и буду ее расширять. Здесь у меня 61 петля. Сейчас я их все провяжу. Первую снимаю, остальные все лицевыми провяжу, чтобы нить не обрезать. Так, провязываем эти петли. Подошву буду также вязать платочной вязкой, все ряды лицевыми петлями. Провязала петли до начала подошвы. Далее провязываю средние 9 петель. Девять петель провязала. Разворачиваюсь. Нить перевела. По изнаночной стороне опять провязываем все эти 9 петель. Первую сняла, подтянула. Опять провязываю все лицевыми. И по лицевой стороне я начну делать первую прибавку. Опять развернулась. Опять первую снимаю. Далее провязываю все петли и добавляю одну петлю с боковой спицы. Получится у нас 10 петель. Потом с изнаночной стороны опять провязываем уже эти 10 петель. 11 добавим с боковой спицы. И так по одной я буду расширять. Значит, у меня было нечетное количество петель. У вас может быть и четное количество петель. На 39 я расширила до 17. На 38 оставьте 15. Если нечетное было количество петель, пусть будет 15. Но опять же ориентируйтесь по ширине своей ноги. Так, на 37 14, не меньше. Довязали до конца, одну добавила, подтянула, перехожу на изнаночную сторону, первую снимаю, опять провязываю все лицевыми, одну добавляю. Вот смотрите, я вязала 40 размер спицами номер 3, и у меня там по подошве или 14 или 15 петель, не знаю, получилось широко довольно, поэтому вот так вот опять же ориентируйтесь по плотности своего вязания. У меня будет 17, как я уже сказала, я расширю. Так, все, добавили еще одну петлю, провязала лицевой ее, развернулись еще раз. Так, первую снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 добавила. По изнаночной стороне добавлю 13. Значит, вяжу сейчас, расширяю, пока не будет 17 петель у меня. И далее буду соединять петли по методу пятки. Крайние петли буду по 2 вместе провязывать. Расширила петли на подошве. Теперь продолжаю вязать. Последняя петля. Соединяю с петлей с боковой спицы.
по лицевой стороне 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Подтянули, развернулись на изнаночную сторону, провязываем все петли и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. Первую снимаю, оставшиеся все петли провязываю лицевыми. Довязываю изнаночную сторону лицевыми петлями. Последняя петля у меня осталась. Соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой петлей по изнаночной стороне. Все. Так буду я вязать всю подошву. Вяжем все лицевыми петлями. Крайние петли соединяем по изнанке лицевой. По лицевой стороне соединяю изнаночной петлей. Значит, не довязывая до конца, сколько у меня 17, 8 петель, я начну делать убавки. Вот начну делать убавки по лицевой стороне, там я к вам вернусь, сойду, 1 петля останется, и этой петлей потом я буду сшивать задник. Опять же, если, допустим, верх получился у вас узкий, широкая нога, то можно немножко убавить и сделать здесь вот полосу по методу пятки, продлить ее. Ну, я вот примерила. 38-39 до 40 нормально сидит. Значит, сейчас вяжем подошву, да, это подошва, пятка, путаю постоянно. Вяжем подошву, соединяем все петли. В конце я к вам вернусь. Заканчиваю, довязываю подошву я. Значит, теперь провязали. Осталось у меня вот на спице здесь 8 петель, да, а здесь сколько? Здесь 7 у меня осталось. С изнаночной стороны начну делать, первая убавка у меня будет. С каждой стороны буду убавлять по 1 петле. Так, значит, сейчас довязываю петли. Осталась у меня кромочная и вот предпоследняя. Я эти 2 петли и петлю с боковой спицы, 3 петли получилось, провязала вместе, лицевую также. Перешла теперь на лицевую сторону. Первую снимаю, опять все провязываю лицевыми. И в конце убавлю 1 петлю. Осталось у меня 2 петли. Я эти 2 петли провязываю. И петля с боковой спицы. Получилось 3 петли вместе. Провязываю также изнаночной, как вязала подошву. Все, сняла, подтянула это все дело. Теперь изнаночная сторона. Далее вяжу. Опять первую снимаю. Следующие все петли вяжу лицевыми. И последнюю петлю убавляю. Значит, так будем делать убавки до самого конца, пока не закончатся все петли. Так, довязали. Осталось 2 петли у нас. Кромочная предпоследняя. Провязываю вместе. И петля с боковой спицы. Вот 3 провязала. Я вот так вот убавляю. Все, развернулись. Опять первую снимаем. Все провязываем. Последнюю петлю убавляем. Значит, вяжем, убавим до 1 петли. Так, заканчиваю вязать подошву. Так что у меня здесь осталось 3 петли. Провязываем вместе. И последние петли по изнаночной стороне. Осталось 4 петли. Так, что сделать? 4 петли провяжу вместе. Последние 4 петли. Теперь я хотела замерить подошву. Значит, сколько у нас в сантиметрах? 23 сантиметра в спокойном состоянии. Пускаем еще пару сантиметров на растяжку. Так что до 25 спокойно. Теперь переходим на изнаночную сторону. Вывернула это все. Складываем боковые швы и сшиваем. Можно с помощью иглы. Я делаю это крючком. Значит, соединим 2 половинки.
И потом вверх обвяжу. Так вот сразу одну петлю, еще здесь одна петля у нас, да. Протянула и соединила. Теперь опять под 2 дужки здесь ввела петлю. И здесь под 2 дужки ввела, ой, петлю, крючок. И соединила. И так обе стороны до самого конца соединяю. Еще раз. Разровняем. Можно даже подушкам просчитать, чтобы нигде ничего не перетянуло. Так, довязываем до конца, соединяем боковые петли. Закончилось соединять. Все, соединились все петли. Значит, теперь верх остался. Можно и так оставить. Я сейчас один раз обвяжу столбиками без накидов. Потом сделаю вот по 3 воздушных петельки. Вот такую вот обвязку простую сделаю. И на этом будет сегодня все. Так, давайте мы его сейчас примеряем. Довольно-таки свободно садится. На манекен большой. Значит, дальше что я делаю? Обвязываю вверх. Так, не под дужку, а вот в петлю под дужками. Петелька. Опустилась и провязала. Опять вот между 2 дужками идет у нас петля. Я в нее ввожу крючок. Захватываю нить. Вытащила и еще один раз. Все. И так по всему верху. Сильно не затягиваю. Сильно свободно не бросаю. Захватила нить. Обвязываем вверх. Провязала я ряд столбики без накида. Следующий ряд провяжу. Значит, как провяжу? 3 воздушных петельки набираю. 1, 2, 3. Далее одну петлю пропускаю. Под следующую ввела крючок. Прикрепила. И опять 1, 2, 3 набрала. Опять одну петлю пропустила. И в следующую прикрепила. Все вот таким простым методом обвяжу вверх 2, 3. Можно и 4 воздушных петельки набрать, тогда вот это вот кружево, как я его назвала, будет повыше. Значит, все, у меня на этом сегодня будет все. Заканчиваем обвязку, а я с вами буду прощаться. Еще раз. Вот такие зубчики получаются. Вот так вот. Все, девочки, всем легких петелек. Всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся.